Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о вещах, которые вам нужно убрать в самое ближайшее время, потому что именно эти вещи привлекают нищету, безденежье, всевозможные проблемы в ваш дом и в вашу жизнь. Что это за вещи и почему их нужно убрать в самое ближайшее время, далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет много очень полезной, важной и интересной информации. И эту информацию больше вы нигде не услышите. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете изобилия, благополучия, достатка. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Очень многие люди задумываются, особенно в последнее время, над тем, почему у них не задерживаются деньги. Вроде как появились эти деньги, и в то же время они очень быстро исчезают. Как ни старается человек, а увеличить свое благосостояние он никак не может. И такая проблема, к сожалению, есть у многих людей, и справиться с ней удается не всем. Конечно же, возникает вопрос, а что же нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, чтобы ваша жизнь изменилась кардинально? Правда состоит в том, что никто, к сожалению, не задумывается над тем, что в доме могут присутствовать вещи, которые притягивают безденежье и нищету, которые не дают нам избавиться от бедности. Вещи сами по себе могут обладать негативной энергетикой, и кроме вреда в виде проблем с деньгами, в личной жизни и даже со здоровьем ничего хорошего не приносят. От них нужно избавляться по следующему принципу. Принцип достаточно простой. Чем быстрее, тем лучше, ибо они будут отрицательно влиять на вашу жизнь, притягивая тем самым в нее и нищету, и неудачи. Какие же негативные вещи нужно немедленно убрать из вашего дома? Что же притягивает в ваш дом нищету? Вы знаете, очень многие люди украшают свой дом засушенными или искусственными цветами. Если таковые есть у вас, то не удивляйтесь, почему в вашей жизни что-либо не так. Таким цветам свойственна очень сильная разрушительная энергетика. Они опасны для всех членов семьи. Почему? Дело в том, что эта энергетика мертвая, деструктивная, и она, соответственно, притягивает и бедность, и несчастье, проблемы со здоровьем, неудачи. И от таких элементов декора нужно немедленно избавиться. Заменить их на живые цветы вы можете, например, в горшочках, которые обладают денежной энергетикой, которые заряжают живущих в доме хорошим настроением и повышением жизненного тонуса. Если у вас на кухне имеются чашки, тарелки, хотя бы с незначительным сколом или трещиной, и вы продолжаете ними пользоваться, убеждая себя в том, что эти изъяны незначительные, и они не могут никак повлиять на вас и на вашу жизнь, то знайте, что вы просто поступаете необдуманно, ибо такая посуда содержит в себе столько негатива, что, наверное, хватит на всех членов семьи. Такую посуду нужно убрать из дома, дабы она не привлекала в вашу жизнь нужду. Вы должны знать, что красивая посуда – это символ достатка и благополучия. Она наполнит ваш дом светлыми энергиями. Очень многие не спешат расставаться со своей старой одеждой и обувью. И вот этот хлам, извините, по-другому это нельзя назвать, хранится и в шкафах, и на антресолях. И люди в надежде на то, что когда-то наступит вот тот вот какой-то момент X, что вдруг это все вот вам пригодится. Знаете, что если у вас имеется таковой хлам, то не удивляйтесь тому, что вас преследует бедность. Потому что старая одежда,
обувь. Она накапливает в себе отрицательную энергетику, которая вызывает застой в делах, депрессию у живущих в этом доме. От таких вещей нужно избавляться, освобождая место положительным энергиям. А также нужно избавляться от вещей, которыми вы не пользовались в течение 2 лет. И не забывайте обновлять свой гардероб, этим привлекая в свою жизнь положительные энергии и впуская в свою жизнь хорошие благополучные перемены. Не пожалейте потратить время в самое ближайшее время и провести ревизию всех тех вещей. Возможно, у вас есть, кстати, обратите внимание на телефон и обязательно проведите ревизию своего кошелька. Вы там уйму найдете ненужного, что тянет вас назад. Далее зеркало. Вы знаете, зеркало также обладает свойствами, благодаря которому оно может накапливать в себе отрицательные энергии. Поэтому надбитое или треснувшее зеркало может привлечь в ваш дом нищету и различного рода проблемы. Нельзя смотреть в такие зеркала, так как этим с каждым разом вы все больше и больше будете притягивать негативные энергии, а с ним и различные проблемы, которые будут мешать вам быть счастливым человеком. Поэтому, если в вашем доме есть такое зеркало, без промедления замените его на новое. Далее фотографии. Фотографии, которые хранятся у вас в доме, запомните одно простое правило в отношении фотографий. Такие фотографии должны вызывать у вас только положительные эмоции. А вот те фотографии, которые вызывают у вас какие-то неприятные воспоминания, знаете, не место в вашем доме, так как они отпугивают удачу и богатство. Плохой приметой считается и хранение в доме сломанных часов, так как это является предвестником того, что к вам приближается бедность. Если вы можете починить, почините часы, если нет, то избавляйтесь, но не нужно их хранить у себя дома. Также не нужно хранить в доме любую вещь, которая должна быть с парой, но она у вас без пары. Потому что это вещи-одиночки, это признак потерь различного рода, в том числе и в финансах. Также у людей, которые не расстаются вовремя с такими вещами, в доме возникают конфликты, ссоры, недопонимания, а это приводит к не очень хорошим ситуациям и последствиям в дальнейшей жизни. Также залежавшиеся газеты, журналы, всевозможные справочники, которые вам точно уже не нужны. Это очень сильный сборник негатива, так как в них часто печатались сообщения о бедах, о преступлениях, о беспорядках, о финансовых кризисах. В общем, в них очень много чего заложено негативного, и вы даже можете об этом не догадываться. Поэтому весь этот негатив, стекая со страниц печатных изданий, попадает в ваш дом, тем самым наполняя и еще и отравляя энергетику, препятствуя поступлению положительных энергетических потоков. Поэтому немедленно избавьтесь от такого печатного хлама. К бедности приводит и прошлогодний календарь, по которому вы прожили целый год. Дело в том, что такой календарь, он наделен мощной силой, которая будет тянуть вас в прошлое. А для того, чтобы наполнить дом светлой энергией, выбросьте старый календарь и повесьте новый календарь, где вы будете отслеживать вновь запланированные дела. Вы сможете зарядиться позитивом и будете уверены в благополучном их исходе. Далее веник. С помощью веника вы можете привлечь в дом богатство и удачу. Помните, что веник – это символ достатка, однако изношенный веник, наоборот, может вас привести к бедности, поэтому его нужно своевременно менять. Старый веник выбрасывается по правилам и как можно дальше от вашего дома. Девочки, мальчики, вы прослушали очень важное сегодня видео, и мы вас просим убрать из своего дома вот те вещи, предметы, которые содержат в себе негатив, которые сосут энергию с вас, с ваших членов семьи, с вашего дома.
И когда вы избавитесь от этих вещей, вы избавитесь от нищеты и привлечете в свою жизнь удачу. И это нужно делать своевременно, не ждать того момента, когда наступит именно вот этот пик или какая-то критическая точка, дабы обезопасить себя от нищеты и неприятностей. Мы надеемся, что вы в самое ближайшее время проведете эту простую практику в своем доме или в квартире. Также, если у вас съемная квартира, также время от времени проводите ревизию. Найдете, что сделать. Только главное открыть шкафы. Там очень много застоявшейся, ненужной для вас энергии. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. И мы с вами услышимся уже в следующем видео.